Привет, ты на канале Streamerl, и сегодняшний выпуск посвящен обзору электронного игрового устройства, которое называется Game & Watch The Legend of Zelda от компании Nintendo. Game & Watch компания Nintendo выпускает очень давно, вернее как выпускает, выпускала. И что она выпускала, с какого года начинала и чем это все закончилось, ты можешь почитать в такой-то прекрасной книги Флорана Горжа «История Nintendo», том 2, с 1980 по 1991 год, Game & Watch. И эта книга посвящена истории Game & Watch, с чего все начиналось, какие были проблемы, риски, разногласия, как придумали Game & Watch. Также здесь есть список того, какие Game & Watch вообще выходили в какие года. В этой книге представлен рейтинг редкостей Game & Watch. Я не знаю, насколько он актуален на данный момент времени, но, скорее всего, сейчас, мне кажется, все имеют редкость максимальную. И также в конце книги есть некие отсылки Game & Watch в различных фильмах и играх. Данный Game & Watch является уже вторым в данной линейке Color Screen, а первым было издание, посвященное Super Mario Bros. Вышло на 2020 году. Это портативная игровая штучка. Я так понимаю, компания Nintendo не будет останавливаться на этих двух устройствах и переиздаст что-то еще, потому что, судя по тому, что есть здесь, есть куда расти в этом направлении. Вот. И если вот так вот Game & Watch будут рядом стоять на одной полке, будет все достаточно красиво смотреться, потому что торец у них достаточно хорошо стилизован. Здесь написано название Game & Watch, такая небольшая иконочка есть на пластиковом кожухе, и здесь написана игра, которой посвящен данный Game & Watch. Данный гаджет не must-have, не супер какая-то портативная консоль популярная, современная. Это просто лицензионный мерч для фанатов. Стоит Legend of Zelda сейчас 5000 рублей. Марио тоже можно найти за такую же цену, но Марио, я помню, на старте стоил порядка 3-3,5. Поэтому, если вы будете хейтить эту консоль и говорить, что это за кусок какой-то пластмассы непонятный с маленьким экраном за 5000 рублей, за это деньги можно купить там PS Vita, PSP и прочее, да, можно купить, но, еще раз говорю, это просто мерч для фанатов. Это такой же мерч, как и, допустим, фигурки по различным играм, которые зачастую даже стоят дороже намного, чем вот это устройство. Будем меньше говорить и больше делать. Давай распакуем с тобой эту красотку и посмотрим, что там внутри и на что она способна. Судя по коробке, нам здесь обещают целых 3 части The Legend of Zelda. То есть первая часть, вторая часть и The Legend of Zelda Link's Awakening. Также оригинальная игра Game & Watch Vermin или Vermin и игровые часы, и также игровой таймер. Посмотрим, как это все работает, распакуем. Прежде чем распаковывать, хотелось бы, конечно, сказать про качество сборки, про качество картона и материалов, которые использованы. Снаружи мы видим пластиковый кожух, вот такой вот зацепчик, чтобы повесить можно было все это дело куда-то там на крючочек. Картон достаточно плотный. И здесь мы имеем 2 таких вот пластиковых пломбы. На чехле нанесено изображение, всякие иконки, и вот здесь, как ты видишь, линк. Итак, удалил я пластиковые пломбы по бокам, чтобы можно было вытащить все, что внутри. Достаем внутренности. Внешний пластиковый чехол имеет нанесение, как я уже сказал, и внутри картонный бокс. Открывается он только с одной стороны, как я понял. Для этого есть специальное отверстие. Special thanks to you. Спасибо большое тебе. Пожалуйста, большое вам. Так, внутри у нас коробочка, и сзади что-то сделано. Наверное, из этого что-то можно будет собрать. Собственно, сам Game & Watch наш и какая-то макулатура. Код на 300 золотых поинтов. И также в комплекте инструкция. Так, интересно, русский язык-то есть здесь, да? Посмотрим с тобой. Не нашел я сходу русский язык. Давай обратимся к коробке. Так, судя по коробке, русский язык здесь присутствует. Но консоль, система сама и игры тут, естественно, на английском языке. Ближе к делу, ближе к телу. Само устройство. Да, вот здесь инструкция, как сделать из этого картонного бокса подставочку. И где-то должно здесь быть зарядное устройство. Вернее, не зарядное устройство, а просто провод. Зарядку Nintendo не положила в эту коробочку, но здесь, собственно, на коробке так и было написано, что адаптер в комплекте поставки не включен. Или не включен.
Вот здесь просто USB Type-C проводочек. И, собственно, сам девайс. Достаем, смотрим. Сзади девайс выглядит вот так. Такой матовый шершавый пластик. Я так понимаю, они хотели сделать это все аутентично тем изделиям Game & Watch, которые были раньше. К сожалению, оригинального Game & Watch у меня нету, и сравнить мне не с чем, но, тем не менее, выглядит достаточно так прикольненько. Сзади нет никакой подставки. То есть поставить как-то вот так вот часы и вообще вот это устройство не получится. То есть нужно использовать эту вот картонную штуку, что по мне как-то не очень удобно. Но зато сзади есть кое-что интересное. Вот такой вот. Здесь у нас на торце на правом получается вход для зарядного устройства, кнопка включения. И слева что-то тоже. Что-то слева, наверное, динамик, я так понимаю. Откуда доносится звук? Да, скорее всего, здесь монозвук, не стерео. И спереди выглядит все вот так вот очень классно. Алюминиевая передняя панель, логотип Game & Watch. Достаточно такая тугая крестовина. 3 прорезиненных кнопочки справа сверху. Select Start и AP. Давай включим, посмотрим. Нажимаем на Time. Экранчик хоть и небольшой, но достаточно, хочу сказать, такой яркий. Это что? Это часы? А, это Link ходит. Это что, игра уже? Хорошо, давай поиграем. А что будет, если умереть? Так, я так понимаю, ничего. Очень сложный первый запуск, поэтому мне придется обратиться к инструкции. Сейчас у нас работает основной режим часов. Если мы нажимаем на Game, нам предлагает выбрать 3 игры. Нажимаем на Time, возвращаемся обратно в часы. Нажимаем на Pause Set. У нас здесь режим настроек. Можно регулировать уровень громкости, яркость экрана. Кстати, экранчик достаточно яркий даже на минимальном уровне яркости. Я не знаю, что здесь за матрица стоит, но очень сочно выглядит. Set Time — это настройка времени текущего. Сейчас я поставлю текущие настройки времени. AM, PM тут, а нормального режима нету. Понятно. Как-то душно переключается, то есть нельзя здесь настройку PM сделать, нужно так вот перещелкивать через 12-часовой интервал. Подтверждаем на А. Ну и, собственно, все, часы у нас настроены. Если зажать А плюс Б. Ага, это пасхалочка. Нажимаем А плюс Б, и вот так вот все мигает. Основной режим у этого устройства — это режим часов. То есть в таком вот виде данное устройство будет стоять у вас на полочке. Ну, как стоять? Как я уже сказал, поставки здесь нету, поэтому нужно использовать вот эту вот картонную чудо-штуку. Насколько она удобна, я не знаю. Вот ее нужно как-то тут собрать, и будет все так стоять. Ну, конструкция такой себе, конечно. Не очень надежное решение, но почему-то Nintendo так вот сделала. В режиме часов часы издают пиканье, и его можно отключить, нажав на Pause Set и выкрутив громкость на минимум. Все. Этот раздражающий звук вас больше раздражать не будет. Также можно настроить автовыключение часов. Я не знаю, насколько это нужно. Мне кажется, это не очень удобно. То есть часы должны работать постоянно, и видно должно быть их постоянно. Нажимая на кнопку Game, нам открывается меню игр. Есть целых 4 игры. 3 полноценных игры по Legend of Zelda. Классическая игра, которая называется Vermin. То есть это игра, которая выходила на Game & Watch. Вернее, Game & Watch выходил именно с этой игрой. Только, как видишь, здесь у нас персонаж Link. Нужно что-то так вот делать. Ходить туда-сюда. И набивать очки. Также в режиме игры есть такой занимательный вид игры, как игровой таймер. Ставишь время, допустим, минуту, да, и целую минуту отбиваешься от врагов, тем самым набивая очки. Чем больше набьешь, тем лучше. В России, конечно, оригинальные Game & Watch не продавались, у нас продавались всякие разные электроники и иже с ними, но тем не менее хотя бы это у нас было в детстве. После того, как время заканчивается, нам считают очки и говорят, вот теперь топ-15. 15 очков, чтобы взять топ. И, собственно, ставишь таймер заново. Максимум 10 минут можно поставить.
И давай с тобой посмотрим 3 классических игры. Это The Legend of Zelda, The Legend of Zelda Adventure of Link и The Legend of Zelda Link's Awakening. Вот начну с него, потому что совсем недавно его прошел полностью на свитче. Очень игра понравилась. Начинается все прям вот как надо. Все точно так же. Вернее, на свитче все точно так же, как и на геймбое. Так, Линк, давай вставай, просыпайся. Выглядит вообще, конечно, бомбезно, классно. Несмотря на то, что экранчик маленький, все достаточно видно. Очень здорово будет смотреться в метро, когда едет человек и играет в такую игруху. Наверняка будет много вопросов, а что это такое и зачем это вообще нужно. Давай посмотрим еще 2 игры. Adventure of the Link. Я, кстати, эту игру уже начинал играть. Но я думаю, с этой игрой как бы все понятно. И оригинальная Зельда, я также ее уже начинал. Чтобы сбросить игру, которую ты уже когда-либо начал, нужно нажать на Pause Set и Reset Game. Все, игра сбрасывается и начинается заново. Но при этом сохранения наши, естественно, остаются. Это самая первая классическая Зельда. Если вы в нее не играли, у вас есть прекрасная возможность поиграть в нее на Game & Watch. Ну, конечно, специально покупать Game & Watch для этого смысла нет. Можно поиграть на эмуляторе, еще где-то, но тем не менее, если хотите прям вот проникнуть вот этой маленькой картинкой, да, этим маленьким персонажем, можете купить Game & Watch и наслаждаться. Звук, кстати, в игре регулируется через Pause Set. Также яркость можно регулировать прямо непосредственно в игре. Ну, про игры тебе рассказал, про настройки часов рассказал, про игровой таймер тоже рассказал. Ну, минус какой? То, что здесь подставочки нету, это то, что я заметил. Насколько долго хватит батарейки, сказать не могу, но после какого-то периода эксплуатации, скорее всего, сниму еще один ролик, в котором расскажу тебе о том, насколько же хватает долго аккумулятора у этого устройства для того, чтобы смотреть на прекрасные часы с линком. И также, возможно, расскажу тебе про пасхалки, которые есть в этом устройстве. Как я уже сказал ранее, это чисто нишевый продукт. За ним не нужно бежать в магазины и скупать здесь и сейчас. Он еще будет в продаже долго, потому что линейка это не лимитированная какая-либо. Нет определенного количества копий, выпущено на весь мир очень много. Поэтому и сегодня сможете купить, и завтра сможете купить, и через год сможете купить. Единственное, что через год, возможно, будет чуть дороже, чем сейчас. А может быть и дешевле. Кто же его знает. Сейчас с каждым днем что-то новое происходит в мире. Если ролик понравился, поддержи лайком, а также напиши комментарий, будешь ли ты покупать данный девайс. Я на этом с тобой прощаюсь. Пока и до новых встреч. Ты был на канале Streamerl.